Привет, друзья! Очень красивая задача, но я покажу. Ну, просто шикарное решение. Я кому-то предлагал, но никто не нашел короткого решения. А мое решение будет, ну, буквально в одну строку. Что дано? Дан прямоугольный треугольник АБС с прямым углом С. Проведены отрезки АМ и АК, которые делят угол А на три равных угла. Альфа, альфа, альфа. СМ3, КБ8, и нужно найти длину отрезка МК. Ну что ж, попробуйте решить эту задачу. Может быть, сами. Ну, а если нет, тогда смотрите, что у меня получилось. Ну, поскольку у нас биссектриса, то, конечно же, мы будем использовать свойства биссектрисы треугольника. Итак, биссектриса треугольника делит противолежащую сторону на части, пропорциональные прилежащим сторонам. Х относится к y как А к b. Ну, доказывается методом площадей, либо теоремой Фалеса обобщенной. Ну, вот такая теоремка о свойстве биссектрисы. Желательно ее очень хорошо знать. Ну, для специалистов скажу, есть еще формула биссектрисы. L в квадрате равно AB минус XY. Кому-то может пригодиться. Ну, ладно. Давайте решать. И вот как я не пытался решать, использовать две этих формулы, попадал в какие-то дебри. Но если сделать следующее, построить точку М1 симметричную точке М, то задача будет решаться, ну, практически мгновенно. Можно сказать, в одну строчку. Посмотрите, вот я тут продолжил и отложил отрезочек CM1 равный CM. То есть CM1 равно CM. Торопиться не буду, чтобы все поняли. Здесь троечка. Правильно? Правильно. Ну, синенькие эти и коричневые будут равны. Правильно? Ну и углы будут равны. Вот это тоже будет альфа. Альфа, альфа, альфа – это альфа. Ну, я могу обозначить синенький А, и это будет А. Пойдет? Пойдет. Все. Ну и дальше что? Давайте обозначу АБ еще буквой Б маленькая и скажу, что у нас получается, что вот это 2 альфа и вот это 2 альфа. Так? Так. Тогда синий отрезок биссектриса здорового угла. Здорового треугольника М1АБ. То есть для треугольника М1АБ вновь построенного АМ биссектриса. А значит, она делит противоположную сторону на части, пропорциональные прилежащим сторонам А и Б. Ну, здорово, давайте запишу, что 6 относится к х плюс 8 как А к Б, то есть А М1 к АБ, А к Б. Есть. Ну, теперь я рассмотрю еще один треугольник. Какой? Вот этот. Вот этот. В нем этот красный отрезок АК тоже является биссектрисой, правильно? Ну, углы там сверху альфа и альфа. Все. Значит, вот этот отрезок относится к этому как АМ АБ. Ну, АМ ведь А равно А слева, ввиду равенства прямоугольных треугольников, вот этого и вот этого. Правильно? Поэтому я могу записать, что для треугольника МАБ, МАБ, я получу, что х к 8 равно тоже А к Б. Ну все, отсюда все и вытекает, и задачка решена. Говорит, отсюда следует, что 6, деленное на х плюс 8, равно х, деленное на 8. Вот так. Ну, я вижу ответ четверка, правильно? 6 двенадцатых и 4 восьмых дают 1 вторую. Ну, можно и перемножить, конечно, там х в квадрате плюс 8х минус 48 равно нулю. А то скажут, как вы устно решаете? 4 минус 12, правильно? По теореме Виета, а обратной. Ну все, значит, х первое, которое больше нуля равно 4, х равно 4, и задача решена. Ответ 4. Ответ 4. ДЗ. ДЗ. Первая, высшая лига. Найти АБ для нашей задачи. Теперь все три отрезка известны. 3, 4, 8. Найти АБ. И второе, ДЗ для суперлиги.
Вот я вам дам похожую задачку, которая предлагалась в конкурсе «Кенгуру». Есть такой международный математический конкурс «Кенгуру». Огромное количество стран, миллионы детей участвуют. Это 11 класс, по-моему, 26-я задача, довольно приличная. И дан не прямоугольный, а какой-то треугольник АБЦ тоже проведены. Два отрезочка, которые делят на альфа, 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 то есть на три равных части. И снизу все три отрезка известны, 2, 3, 6. И требуется найти боковые стороны вот эти. То есть написано, длина наименьшей стороны треугольника АБЦ равна. И даже даны ответы, представляете? Ну что, попытайтесь решить. Ну, может быть, какое-то красивое, лучшее решение мы опубликуем. А я рад, что вы досмотрели до конца. Спасибо, что смотрите нас. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.